Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро на неделю. Таро прогноз с 9 по 15 сентября. И давайте узнаем у карт, как они видят события ближайших дней для вашего знака зодиака. И у нас сегодня две колоды. Одна из них это как оракул ангелов. И мы спросим на этой колоде совет. И откроем эту карту в самом конце. Но в целом планетарно Венера в замечательном аспекте вот для всех знаков зодиака до 22 сентября. Доброе время, доброе небо. Как и примириться, или важные какие-то разговоры произвести, или с людьми нужными. Может быть, нам они и не нравятся, но тем не менее какое-то перемирие, может быть, и необходимо заключить. А 15 сентября, это воскресенье, прекрасный день для того, чтобы... Может быть, знаете, для кого-то это может быть знакомство. Или тот день, когда какая-то радость к нам приходит. Или радостное известие. Когда у нас хорошее настроение. Но настроение хорошее нам обещается, в принципе, где-то как минимум до середины месяца. Но вот эта неделя, она может быть действительно такой, ну, и возвышенный какой-то, и в то же время земной, если мы говорим о любви. Здесь могут быть и какие-то проекты, которые вы можете так вдохновиться и начать что-то, к примеру, изучать, креативить, создавать. Все же это все про Венеру. Или, может быть, есть важный человек в вашей жизни, когда вы важные вопросы по части вашей пары будете решать. Ну, а для людей семейных тоже какие-то добрые события. Мы достанем первую карту. Что важно знать для вас, мои дорогие скорпионы? Какие энергии? Чего не избежать? Неожиданности. Что вам может помешать или чему сейчас не время? И что же вам будет помогать? Какие энергии? Что за вас? Что для вас в плюс? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, учеба, документы. Энергия денег на неделю и личная жизнь. Сразу достанем карту на оракуле. Что хотят сказать ангелы для скорпионов? Какой совет дадут? И в конце мы его раскроем. Совет. Итак, что важно? Карта жадины я называю. Карта четверка пентаклей, когда мы не торопимся тратить деньги вот конкретно. Или когда мы улучшаем наши бытовые условия. Или решаем какие-то бытовые задачи. Все это где-то на сохранение, на улучшение. Или когда даже решая более глобальные вопросы, мы не рискуем собой. Мы не рискуем своим добрым именем. И вообще, в принципе, наблюдаем. Это больше наблюдение, нежели куда-то мы торопимся. Вот такие энергии, более спокойные для вас, мои дорогие скорпионы. Это как будто то, что вам важно знать. Хорошо, давайте чего не избежать. Но даже, видимо, если и придется, аркан колесницы старший, куда-то поехать. Может быть, быстро собраться, подпоясаться и куда-то рвануть буквально. То тогда все равно оставаться, вот как четверка пентаклей, больше направлена на самосохранение. Нет поспешных действий, нет эмоций по четверке пентаклей вообще. Тут прагматика какая-то. Но хотя по аркану колесница, и в этой колоде тоже это какой-то, знаете, успех, который к вам придет через какое-то время. Не буквально на этой неделе. Но и любой старший аркан на неделю не проигрывается. Минимум недели 3. Он длится где-то действие. Но ведь это аркан перемен. И по колеснице нам говорят: не держи что-то из прошлого. Наоборот, может быть, и быстро к тебе врываются какие-то новости, но ты их как будто принимай, потому что реальность словно меняется. У кого-то может быть банально, нужно решить вопросы с вашим автомобилем. Но все же это старший аркан и чаще говорит о переменах в вашей жизни. Поэтому в неожиданностях, по сути дела, перемены или сами по себе неожиданности. И у каждого здесь по-своему. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Но не время, а семерка мечей. Карта хитрости, карта вора называют ее еще. Ну, нигде это не прописано.
но, видимо, не время какой-то хитрый план осуществлять или строить его. Потому что нам ведь сказала карта колесница, ты тут что-то не сумеешь просчитать. Тебе вот искусство мелких шагов где-то по 4 пентаклей мы больше наблюдаем. Ну и самим-то все же не стоит попадаться на удочку, поэтому быть прозорливым, внимательным. Как и, к примеру, всегда предупреждаю по этой карте. К паролям аккаунтов, помните, фишинг процветает. И так и по непонятным ссылкам не переходите. Перед тем, как перейти, проверьте, откуда пришла, потому что, может быть, есть разница. Пишут одно, а начнете ссылку проверять, с какого, или даже пусть это ваша почта. И непонятно, кто это вам что отправил. Ну, где-то себя на сбережение, с собой не рисковать, эта карта тоже говорит. Но и не время многоходовочку какую-то выстраивать. Ну, правда, ее невозможно выстроить, потому что вы можете что-то выстроить, но словно провидение может мешаться, и все где-то ваши планы, ну, перемешать тоже, спутать как будто. Все же аркан колесницы об этом говорит. Тут на далекий период времени и не запланируешь. Что же вам будет помогать? Ваша интуиция, мои дорогие скорпионы. Вам помогает, когда вы улучшаете жилье. И в положительном смысле Луна как раз проигрывается, как наш дом, наша крепость. То место, куда мы приходим не просто отдыхать, а где мы можем укрыться. Меня смотрят люди из разных стран. Когда ты допускаешь саму мысль, что жизнь не бывает полностью предсказуема, и готов корректировать не только свои планы, но и себя самого. Карты, которые говорят о том, что вроде как, что важно знать, спокойствие, да? Только спокойствие, но в то же время драйв какой-то есть, какие-то перемены есть, может быть и какие-то новости. Это могут быть вопросы, связанные с документами, кому-то поехать, может быть, в инстанцию конкретно, и что-то оформить придется. И тогда по аркану Луна вы тоже не должны себе навредить. Не торопитесь никуда, и тогда ваша интуиция вам подскажет правильное направление или действие. Давайте, что скрыто. Вот действительно, как по аркану колесницы что-то завершается. А туз пентаклей — это наоборот новые начинания. Кстати, эти новые начинания могут казаться работой. Иногда по этой карте мы получаем какую-то новость. И значит, вы действительно чего-то не можете не видеть. Проходит какое-то время, и к вам приходит еще какая-то или информация, или новость. Для кого-то из вас иногда нам предлагают карты рассмотреть новые способы заработка, потому что у нас один туз, как бы, да, один пентакль, и на данной карте он изображен как зернышко. Зернышко, которое мы садим в землю, и вот уже тоненькие корешки и маленькие росточки, и предположительно какие-то добрые не только всходы, а какое-то продолжение. Либо это может касаться вашей деятельности или каких-то начинаний, вашего творческого проекта. Или, может быть, как вторичный доход. Вот такое тоже может быть. Но есть тема финансов, мои дорогие скорпионы. И пусть это как скрыто, да, но скрыто именно какие-то новые возможности по финансам, и вы должны их увидеть. Может быть, среди каких-то турбулентностей или меняющихся событий. Может быть, сделать вашу финансовую стратегию более надежной и с меньшими какими-то рисками. Может быть, и какое-то предложение вам поступает на этой неделе, и тогда тоже найти какую-то информацию, что-то просчитать и не просчитаться будет важно. Но тогда интуиция, слушайте ее, подскажет, где же тогда новое направление или где то рыбное место, где вы можете заработать. Вот буквально и так. Давайте мы посмотрим. У кого-то может быть и новость по части вашей семьи, кстати. Я говорила, что иногда туз пентаклей обозначает информацию или получение какого-то документа или сообщения. И дела, работа, бизнес, как ни странно, десятка чаш. Это карта семьи, карта дома, карта наших близких, тех, кому мы доверяем. Может быть, у кого-то личная история, которую вы хотите именно оформить, уже отношения. Может быть, союз какой-то, который складывался, но де-факто, но не де-юре. А здесь вы будете перекладывать, переводить в какую-то плоскость другую. Или могут быть вопросы, кстати, по части недвижимости или по части даже движимого имущества.
Но так или иначе у вас есть возможность что-то как и начать, так и красиво завершить и остаться при этом довольным. Может быть и согласовать. И этот период, в принципе, осенний, он как раз совпадает даже планетарно. Много планет в ретро-движении. И именно ваши управители, ну, Плутон, будем говорить, ретро-движение, вы на этой неделе уже в ретро-движении. У нас ретро-Нептун, еще и Уран, где экзальтация вашего знака зодиака. И ретро-Уран еще пробудет с заходом на 25-й год. И, может быть, есть и вопросы, когда вы сейчас какую-то новую стратегию себе намечаете, а потом будете действовать. И причем в феврале что-то там может убыстриться, когда Уран перейдет в прямое движение. Но я бы сказала на этой неделе сделать что-то так надежно хорошо и при этом остаться довольным и счастливым, мои дорогие скорпионы. Это точно. И с учетом даже аркана Луна, ведь в положительном смысле, повторюсь, эта карта проигрывается как тепло домашнего очага. Это наши близкие, это взаимопонимание, это нежность, это ласка, это все то, что вам помогает. Это единение души, мои дорогие. Ну и, понятно, интуиция тоже, которая дает правильные подсказки. Какие-то перемены, когда уходит какая-то неразбериха. Финансы. Ух ты, еще один. По колесу фортуны. Но все равно. Вверху 7 мечей. В азартные игры не играйте, мои дорогие. Иначе тут как-то в любой момент все может пойти не так. Вообще по колесу фортуны есть возможность заработков новых. И мы уже с вами это проговорили, не останавливаюсь. Или какое-то начинание, которое вы начнете как проект, потом получит хорошее продолжение. Но от ваших приложенных усилий, безусловно, от того, как вы что-то просчитаете, может быть, прочувствуете. У Скорпиона прекрасно развита интуиция. У большинства из вас, это точно. И тогда вы можете предвидеть на несколько шагов вперед. А вот никто не может, никто не знает. А ваша будет сильная позиция, что вы как, ну, своего рода чутье какое-то может быть. И словно карты в руки, колесо фортуны для вас даст какую-то возможность решить тот или иной финансовый вопрос. По-разному тут может быть. У кого-то это кредит, рассчитаться, у кого-то взять, допустим, ипотеку, у кого-то это вопросы бизнеса или решить какой-то финансовый вопрос. Колесо фортуны. И в этой колоде, да, нам говорят, балансировать придется. Посмотрите, девушка танцует на вращающемся ободе, но она довольно счастлива. Какой-то драйв. Но вам понравится, мои дорогие. Как будто так в личной жизни. Победа. Ну, правда, победа и все. Но, опять же, про эту победу нам говорят, а ты не расслабишься. Может быть, поэтому начинается с 4 пентаклей, нам говорят, контроль и наблюдение. Мы не можем рисковать своим добрым именем. Мы должны принять во внимание, что в любой момент может измениться обстановка. Нам об этом уже сказали. Мы должны принять во внимание, что есть две составляющие, которые, ну, вообще невозможно вписать в какие-то наши планы, проекты. Это отношение людей, которые нас окружают, оно может меняться в любую минуту. Или обстоятельства, мы на это тоже не влияем. И тем не менее какой-то свой фарватер наметить или вот так, как девушка в колесе фортуны удачно балансирует, как и по финансам, как и по делам, так и по личной жизни. Какой-то баланс у вас есть, возможность чудесной навести в своей жизни и при этом еще на будущее какие-то заложить очень интересные проекты. Давайте мы совет. Проясни какой-то вопрос более ясно. То есть выясни. Может быть, найди нужных людей. То есть через общение у вас здесь все строится, мои дорогие скорпионы. И не должно быть белых пятен. Если какой-то вопрос непонятен, значит, рассмотрите разные варианты. Рассмотрите, что вы можете видеть в одном каком-то направлении или в одном ключе. А истина, она может быть рядом. По 7 мечей, кстати, да, доверяй, но проверяй. И где-то вот об этом тоже карта. И больше это ведь какие-то вопросы или финансов, или каких-то бумаг. Вы не должны с чем-то просчитаться. Или предвидеть, может быть, то, что ты хочешь осуществить. Задай себе вопрос. Хорошо. А если завтра что-то вот внешне начнет меняться, мои действия? Вот как будто вот это интуиция или предвидение на пару шагов вперед. Или как это что-то осуществить по закону. Для вас будет сильной позицией.
Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.